В общем, я приехала снова на эту же станцию, Калупите. И сейчас еду на юг. В общем, у меня столько тут вещей. Что сказать? Strong Ukrainian women. Я не думала, что я смогу их всех донести, но на самом деле смогла. В общем, ну что, жду поезд. Поезд приедет на самом деле через полчаса только. Поэтому будем ждать. Я добралась до юга, до Унаватуны, поселилась, разложилась, сейчас 9:30 вечера, и я сейчас быстренько покажу свое жилье и буду отдыхать, а уже завтра утром хочу заснять все красиво при дневном естественном свете, показать, потому что место действительно очень красивое. Боже, я так рада, что я его нашла. Ой, в общем, я безумно рада. В общем, одним глазком покажу сейчас. Это спальня. Есть еще кухня моя личная на балконе, но все покажу завтра. Вот просто хотела быстренько показать, потому что все, я устала. Сейчас буду уже отдыхать.
утро, друзья! Сегодня мое первое утро в моем новом месте. И сейчас я хочу поснимать и показать вам, где же я сегодня проснулась. И первое, то, что я хотела показать, это снова вот эту лампу. Я вчера вечером ее засняла, потому что это было очень красиво. И только сегодня утром я поняла, что это гнездо. Сюда залетают маленькие птички. В общем, я очень надеюсь, если прослушаться сейчас, вот вы услышите их щебет. Итак, мое новое место, мой новый дом находится в окружении джунглей, но довольно близко к океану, в пешей доступности. В такой красоте. Вот за мной как раз сейчас и находится тот дом, в котором я сейчас теперь буду жить. Звуки птиц, звуки природы. Я живу на 2-м этаже, то есть вот этот балкон принадлежит мне, за ним моя просторная спальня, кухня, сейчас я вам все покажу, и удобство. То есть, в общем-то, можно это назвать такой полноценной квартирой на 2-м этаже. Вот, в общем, такой дом, и тут очень красивое пространство вокруг дома, такое зеленое. Все окружено природой, очень тихо, нету вообще звук машин, ничего. Очень тихо, спокойно, только тихие, спокойные звуки природы. Боже, это то, что я очень хотела. Мне так хотелось спокойствия, умиротворения, и просто прекрасно. И самая приятная для меня новость — это то, что можно ночью спать без кондиционера. Это то, что я не очень люблю. Спать с кондиционером, я люблю свежий воздух. Мне немножко было страшновато открывать двери, чтобы вентилировалось помещение, но я проветрила помещение перед сном. Кстати, москиты не кусали, все открыла, проветрила, и потом всю ночь спала, и было очень в комнате так очень вот свежо, в хорошем смысле, таком очень приятно. Вот, то есть кондиционером даже можно ночью не пользоваться. И в принципе тут вот я сейчас в тени стою, и довольно прохладно, свежо. Это то, что на Шри-Ланке очень сложно найти место, где бы ты себя чувствовала комфортно и не страдала от влажности, от высокой жары. В общем, я к этому очень чувствительна. Именно это одна из причин, из-за которых я не могу чувствовать себя полностью комфортно в местном климате. И вот самое главное — найти хорошее место, где ты себя будешь чувствовать тут комфортно. Так, покажу свою комнату в дневном свете. То есть это довольно такая просторная спальня с высокими потолками. Мне очень нравятся вот эти балки, то, что тут есть, и то, что вот сохранилось. Внутри ты можешь видеть форму крыши. Вообще очень, очень люблю комнаты под крышами. Это так красиво. Вот кондиционер тут есть. Фен. Так, телевизор. Питьевая вода.
Мне тут обеспечено с кулером. Даже книги есть. И среди книг что-то есть на русском. Кадзуо Исигуро. Не отпускай меня. Надо будет почитать. Так, вот такой диванчик очень удобно. И что мне очень нравится, посмотрите на эту картину. Это даже сложно понять. Да, это роспись, видимо. Либо, может быть, даже печать. Сложно мне сейчас определить. Даже больше похоже на печать, на холсте. Ну, такую, по какой-то такой интересной технологии. В общем, очень интересная картина. Обожаю вот эти все ланкийские, восточные, азиатские, декоративные элементы. Ага, так, вот. Мне очень нравится шкафчик. То есть, что мне нравится в нем, это то, что внизу сделали специальный отсек для багажа. То есть не надо, чтобы сумки прятать под кроватью, либо еще где-то, то есть они не портят вид в комнате. Вот это мне очень нравится, такая идея, это как своего рода кладовка. И такой шкаф. И сейчас покажу вам удобство. Так, ну, удобство с обычной плиткой, душ с горячей и холодной водой. Вот, ну, единственное, что вот я очень не люблю, когда вот ланкийцы кладут такую плитку, я люблю, когда больше бетон. Но все равно очень приятно. И самый мой любимый элемент, та-да-да-там-та-дам, это душ под открытым небом. Боже мой, я вчера принимала душ, я выключила свет, и я принимала душ, смотря на звезды. Это вообще, это просто великолепно. Ну и покажу вам, вот, ну и удобство. В общем, вот такое тут окно. Очень люблю такие вот ланкийские окна. Так. И теперь я хочу вам показать свою любимую часть. Это когда ты из комнаты выходишь на балкон. Так. И вот что я хочу вам показать, это то, что тут кухня на балконе. Вы знаете, я так хотела кухню на балконе. Я не знаю, просто мечты исполняются. Потому что, опять-таки, готовить на свежем воздухе, на открытой кухне, это совсем другие ощущения. Готовить вот с таким видом. Это, кстати, очень хорошая идея, в принципе. То есть, если есть такой просторный балкон, использовать место настолько эффективно. То есть тут столик. То есть мне нравится такая барная стоечка, получается. Столик, чтобы покушать отдельно. И столик кофейный, чтобы отдохнуть, посидеть. Вот с таким вот прекрасным видом. Я вот очень хотела жить как раз в джунглях, потому что мне действительно очень нравится. И всегда вот такой вот, получается, выходит выбор. Либо ты живешь в джунглях, но довольно далеко от многих мест, то есть тебе нужно туда добираться на чем-то. Либо же ты живешь возле океана, это прекрасно. Все места рядом вокруг, но возле океана ты не чувствуешь... Я не знаю, я не чувствую такого умиротворения. И мне хотелось совместить эти моменты. Я думала, что это невозможно, но вот нашла место, которое действительно в пешей доступности до океана и до всех важных мест, до супермаркета, до кафешек. Везде можно дойти пешком. И, ну как пешком, это не 5 минут. До каких-то мест 10, до пляжа, я думаю, минут 10-15, и смотря до какого, до какой его части. В общем, до каких-то мест, может быть, минут 20-25, а то и 30. Но я очень люблю ходить пешком. И как раз Шри-Ланка — это то место, где мало возможностей ходить пешком. Вот. И сейчас у меня она есть, мне это очень нравится. Вот. И тут очень спокойно. Нету никаких шум дорог, шум машин, потому что возле океана, скорее всего, если вы поселитесь, то вы будете слышать не только шум океана, но и шум машин.
Что уже по стоимости хотела сказать. То есть я тут планирую остаться на 25 дней, и за 25 дней я договорилась заплатить $250. Изначально мы договаривались, мне сказали, что тогда без кондиционера. В общем, но в итоге потом сказали, что кондиционер все-таки можно, за что я очень благодарна, но только использовать очень щадяще, когда действительно просто уже невозможно. Поэтому договорились о том, что буду использовать по ночам только, но в итоге вышло, что по ночам мне не нужно его использовать. Поэтому я думаю, что если только днем будет становиться слишком жарко, то на час, на два я бы его включала. А так, в принципе, по ощущениям, вот сейчас уже где-то, наверное, 10:30. 10:30 уже пекло, в общем-то, вовсю на Шри-Ланке. И я сейчас нахожусь в тени, и тут очень свежо и приятно. Поэтому я думаю, что даже кондиционер мне тут особо и не понадобится. Да, как-то так. То есть цена это не та, которая была первоначальная, то есть это мы договаривались в итоге, ну, потому что сейчас непростая ситуация для нас всех, и, в общем, как-то так, да. Поэтому тоже цена очень сильно зависит от того, сезон, не сезон, и вообще какая ситуация происходит в мире и на Шри-Ланке. Итак, я вышла из дома, чтобы покушать и прогуляться к океану. Мне понадобилось около 5 минут для того, чтобы прийти вот к этому пляжу. И вот сейчас с таким фантастическим видом у меня будет очень-очень вкусный обед с креветками. Слушайте, сижу, обрабатываю новое видео для YouTube, а потом смотрю, что-то ползет. А это вот такая вот милая черепашка. Сейчас попробую подойти к ней поближе.